Давайте проследим, как изменилась культура секса в современных обществах, которые мы рассмотрели исторически в прошлом видеоматериале. Картина стала сложной и многогранной, находящейся под влиянием глобализации, цифровых технологий, феминизма и движений за права ЛГБТ. Современные трансформации, общие тренды. Прежде чем рассматривать отдельные страны, выделим несколько глобальных тенденций. Секуляризация. Религиозные нормы все меньше определяют интимную жизнь людей в западных и некоторых восточных обществах. Гендерное равенство. Феминизм привел к пересмотру роли женщин в сексе, акценту на взаимном согласии и удовольствии. Цифровая революция. Интернет и приложения для знакомств коренным образом изменили способы встреч и представления о сексуальности. Индивидуализм. Секс все чаще рассматривается как часть самореализации и личного выбора, а не долго перед семьей или государством. Греция и Италия – между католичеством, православием и современностью. Греция. Несмотря на сильное влияние православной церкви, особенно в вопросах семьи и брака, страна стала более светской. Легализованы однополые гражданские партнерства с 2015 года. Уровень добрачных связей высок, как и в большинстве Европы. Однако традиционные ценности, такие как создание семьи, все еще сильны, особенно вне крупных городов. Италия. Разрыв между публичной моралью, под влиянием Ватикана, и частной жизнью остается, но сокращается. Уровень рождаемости один из самых низких в Европе, что отражает тенденцию к поздним бракам и осознанному родительству. Однополые союзы легализованы с 2016 года, но их принятие обществом неоднозначно. Феминистские движения активно борются с патриархальными пережитками. Индия – столкновение традиций и глобализации. Консервативный ренессанс и либеральные движения. Несмотря на растущий средний класс и влияние западных ценностей, в обществе усилились консервативные настроения. Верховный суд отменил уголовное преследование за гомосексуальность в 2018 году, что стало огромной победой для прав ЛГБТ-сообщества, но на бытовом уровне стигма сохраняется. Камасутра как бренд. Древний трактат известен во всем мире, но в самой Индии публичные обсуждения секса часто табуированы. В то же время растет рынок секс-игрушек и онлайн-просвещения, что говорит о тихой революции в частной жизни городской молодежи. Брачные обычаи, браки по сговору все еще распространены, но все чаще включают элемент выбора и свиданий до свадьбы. Китай. Государственный контроль и сексуальная революция. От спящего к просыпающемуся обществу. После десятилетий пуританской морали при Мао Китай пережил бурную сексуальную революцию. Резко вырос уровень добрачных связей. Давление государства и рынка. При этом государство продвигает традиционные семейные ценности для повышения рождаемости, политика 3 детей. Однополые отношения не криминализированы, но не признаются и активно цензурируются. Феминизм и ЛГБТ растет движение за права женщин, выступающее против домашнего насилия и харассмента. Япония – парадокс низкой рождаемости и гиперсексуализированной культуры. Секкусу синтай, что означает «целомудренное тело». Один из самых тревожных для властей трендов – рост числа молодых людей, не интересующихся сексом и романтическими отношениями. Причины – экономическая неуверенность, усталость от гиперконкуренции и традиционные гендерные роли, которые мешают строить равные партнерства. Поп-культура и реальность. Яркая и часто странная сексуальная поп-культура, от аниме до идолов, существует параллельно с падением уровня реальной интимной жизни. Некоторые районы Токио признали однополые партнерства, но общенационального признания нет. Скандинавские страны – эталон равноправия и новые вызовы. Продолжение курса. Эти страны остаются в авангарде гендерного равенства, всестороннего сексуального просвещения и толерантности. Акцент на взаимном, осознанном согласии является золотым стандартом. Интеграция иммигрантов.
Одним из новых вызовов стало столкновение либеральных скандинавских норм с более консервативными представлениями мигрантов из других культурных ареалов, что порождает сложные общественные дебаты. Декриминализация и права. Швеция в 1999 году, первой в мире, криминализировала покупку секс-услуг, но не их продажу, реализуя модель борьбы со спросом. Арабский мир – сложная мозаика. Консервативный мейнстрим и либеральные анклавы. В таких странах, как Саудовская Аравия, традиционные нормы, основанные на шариате, остаются доминирующими. Однако и здесь происходят изменения, включающие некоторую эмансипацию женщин. Локальные либеральные очаги, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар, особенно их столицы, стали более космополитичными. Здесь существует, хоть и ограниченная, свобода частной жизни для экспатов и туристов, влияние интернета. Соцсети и мессенджеры стали окном в другой мир для молодежи, что приводит к росту внутренних конфликтов между традиционными семейными ожиданиями и личными желаниями. Тема прав ЛГБТ остается крайне табуированной и опасной. Страны Океании между традицией и глобализацией. Урбанизация и упадок традиций. В таких странах, как Папуа-Новая Гвинея, урбанизация и влияние западной культуры ведут к размыванию сложных традиционных сексуальных ритуалов и систем. Серьезные проблемы. Во многих случаях это привело не к либеральной утопии, а к росту сексуального насилия, распространению ВИЧ и утрате культурных механизмов, которые раньше регулировали отношения между полами, табу и молчание. Публичные обсуждения секса часто остаются табуированными, несмотря на острую необходимость в просвещении. В наши дни мы наблюдаем не единую глобальную культуру секса, а множество параллельных реальностей. На Западе доминирует модель, основанная на индивидуализме, согласии и гендерном равенстве. В Азии происходит сложное взаимодействие экономического роста, консервативных государственных политик и либеральных устремлений молодежи. Во многих традиционных обществах происходит болезненный разрыв с прошлым под натиском глобализации. Ключевым конфликтом современности стал конфликт между правом на личный выбор и стремлением сохранить традиционные ценности. Причем это противостояние происходит не только между странами, но и внутри каждого общества и часто внутри отдельного человека.